В 23 году телескоп Вебба зафиксировал объект размером с Нептун на расстоянии 400 астрономических единиц от Солнца. Это почти в 10 раз дальше, чем Плутон. Астрономы назвали его планетой X, и уже через 3 недели после обнаружения на ее поверхности появилась трещина длиной в 12 тысяч километров. Никто не знает, что ее вызвало, но именно с этой трещины все и началось. Снимки с телескопа Уэбба пришли на станцию слежения в Чили в 3 часа ночи по местному времени. Дежурный оператор Карлос Мендес сначала решил, что это артефакт съемки, программный сбой или помеха от космического мусора. Он запустил повторную калибровку трижды, результат не изменился. На поверхности темного объекта на краю Солнечной системы отчетливо просматривалась диагональная полоса, уходящая от северного полюса планеты к экватору. Мендес отправил снимки в Европейское космическое агентство в 4 утра. В 6 утра письмо переслали в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, в Пекинский институт космических исследований и в Российский центр управления полетами. К 8 утра на звонок ответил лично директор программы дальнего космоса Джеймс Уокер, который находился в отпуске во Флориде. Он прервал отпуск и вылетел в Хьюстон первым рейсом. Трещина не была геологической аномалией в привычном смысле. На телах такого размера и при такой температуре с минус 230 градусов по Цельсию поверхность должна быть стабильной на протяжении миллиардов лет. Никаких тектонических процессов, никакого вулканизма, никакого внутреннего тепла, достаточного для разлома. Физик Сюй Вэй из Пекинского института написала в своем первом отчете прямо: естественное происхождение данного разлома не согласуется ни с одной из существующих моделей. Следующие снимки сделали ситуацию еще более странной. Трещина расширялась. За 72 часа она увеличилась в ширину на 800 метров. Это скорость, которая не встречается ни на одном известном планетарном теле в Солнечной системе. Для сравнения, крупнейший разлом на Европе, спутники Юпитера, расширялся на несколько сантиметров за столетие. Здесь счет шел на сотни метров в сутки. Группа из 17 астрофизиков собралась в Мюнхене на экстренную конференцию 28 февраля. Данные анализировали 48 часов без остановки. Выдвигались версии об ударе крупного астероида, о внутренней нестабильности ядра, о взаимодействии с темной материей. Ни одна из версий не объясняла скорость расширения. На третий день работы конференции исследователь из Токийского университета Хироши Танака показал коллегам кое-что, о чем потом долго не говорили публично. На инфракрасных снимках из трещины исходило излучение. Неотраженная солнечная планета X находится слишком далеко от Солнца, чтобы получать сколько-нибудь значимое тепло. Собственное излучение изнутри. Температура в районе разлома была на 41 градус выше, чем на остальной поверхности планеты. Это означало одно: внутри что-то генерировало энергию. Что именно, не знал никто. Танака не сразу показал коллегам второй файл. Он держал его закрытым 2 суток, перепроверяя данные снова и снова, потому что то, что он видел, не укладывалось ни в одну известную физическую модель. На спектральном анализе излучения из трещины присутствовал четкий повторяющийся паттерн. Не хаотичный тепловой шум, характерный для геологической активности. Регулярный импульс с интервалом в 7,3 секунды. 7 и 3 — это неприродное число. В природе периодические импульсы такой точности встречаются только в 2 случаях: пульсары и искусственные источники сигнала. Ближайший известный пульсар находился в тысячах световых лет от планеты X. Других объяснений не было. Танака передал данные напрямую в Институт поиска внеземного разума в Калифорнии, минуя официальные каналы конференции. Директор института Наталья Соколова получила файл в половине 2 ночи по тихоокеанскому времени. Она перезвонила Танаке через 18 минут. Разговор длился 4 часа. Соколова немедленно подключила радиотелескоп в Пуэрто-Рико и 3 европейские антенны к мониторингу планеты X. Задача была простой: проверить, сопровождается ли инфракрасный импульс каким-либо радиосигналом. Ответ пришел через 16 часов наблюдений. Да, сопровождался. На частоте 1420 МГц, той самой частоте водородной линии, которую все программы поиска внеземного разума использовали как стандарт для потенциального контакта, фиксировался слабый, но устойчивый сигнал. Интервал между импульсами 7,3 секунды. Соколова закрыла данные от публикации в течение 2 часов после получения результата. Это было ее единоличное решение, которое впоследствии вызвало скандал в научном сообществе. Она объяснила его просто: необходима была верификация минимум 3 независимыми группами, прежде чем информация выйдет наружу. На самом деле она боялась паники. Верификацию провели. Все 3 группы, то есть австралийская, японская и немецкая, подтвердили сигнал независимо друг от друга в течение 9 дней. 14 марта Соколова созвала закрытое совещание с представителями космических агентств 5 стран. На совещании она произнесла фразу, которую потом процитирует каждое в это издание мира. Трещина не образовалась сама. Ее открыли изнутри.
Это означало, что внутри планеты X что-то находилось, и это что-то только что дало о себе знать. Совещание 14 марта длилось 6 часов. Протокол засекретили в тот же день. Все участники подписали соглашение о неразглашении сроком на 20 лет. Это был беспрецедентный шаг для научного сообщества, где публикация данных считается фундаментальным принципом. Ни одно космическое открытие за всю историю астрономии не закрывалось подобным образом. Утечка произошла через 8 дней. Сотрудник вычислительного отдела Европейского космического агентства Маркус Хайнц скопировал часть технических логов на личный накопитель перед тем, как его доступ к системе был заблокирован. Хайнц не был журналистом и не планировал публичного разоблачения. Он просто хотел сохранить данные, которые считал научно значимыми. 22 марта он опубликовал в закрытом астрофизическом форуме 3 графика спектрального анализа и короткий комментарий. Это не геология. Пост удалили через 40 минут. Но скриншоты уже разошлись. К утру 23 марта скриншоты попали в крупные новостные агрегаторы. Редакция одного американского научного издания связалась с Хайнцем напрямую. Он не ответил, к тому моменту его уже вызвали на внутреннее расследование в агентство. Его контракт расторгли через 4 дня по статье о нарушении конфиденциальности. Официальная реакция космических агентств оказалась быстрой и скоординированной. Уже 24 марта пресс-служба выпустила совместное заявление 5 организаций. В нем говорилось, что на планете X зафиксирована нестандартная геотермальная активность, требующая дополнительного изучения. Слова «сигнал», «импульс» и «искусственное происхождение» в заявлении не фигурировали. Журналисты задали прямой вопрос о частоте 1420 МГц на пресс-конференции в Вашингтоне. Официальный представитель ответил, что все зафиксированные частоты находятся в пределах естественного фонового излучения. Это была ложь, задокументированная собственными данными агентства. Профессор астрофизики Мичиганского университета Роберт Кейн опубликовал открытое письмо 27 марта. Он не располагал засекреченными данными, но на основании утекших графиков провел собственный расчет. Вывод письма занимал одно предложение. Представленный спектр несовместим с геотермальным происхождением при любых известных параметрах планетарного тела данного класса. Письмо подписали 42 ученых из 12 стран в течение 3 суток. Давление на научное сообщество усилилось. Несколько исследователей, участвовавших в Мюнхенской конференции, сообщили коллегам в частных разговорах, что им настоятельно рекомендовали воздержаться от публичных комментариев. Один из них, имя до сих пор не раскрыто, написал анонимное письмо в редакцию британского научного журнала. В письме говорилось, что на закрытом совещании 14 марта обсуждался не только сигнал. Обсуждалось то, что трещина продолжала расширяться с ускорением, и что за неделю после совещания ее ширина в нижней точке превысила 3 километра. Пока агентства выпускали заявление, Соколова не теряла времени. Она перенаправила все доступные радиотелескопы на непрерывную запись сигнала и поставила задачу своей команде — расшифровать структуру импульса. Не найти смысл, просто описать математическую структуру. Это заняло 11 дней. Результат оказался следующим. Импульс состоял не из одного сигнала, а из пакета сигналов, наложенных друг на друга. Верхний слой — тот самый повторяющийся импульс на частоте водородной линии с интервалом 7,3 секунды. Под ним второй слой с интервалом в 51 секунду. Под вторым — третий с интервалом в 689 секунд. 3 вложенных ритма, каждый из которых в точности кратен предыдущему на константу, равную квадратному корню из числа π. И квадратный корень из числа π не встречается в природных процессах как структура, образующая константа. Он встречается в математике и в физических формулах, выведенных разумными существами. Лингвист и специалист по криптографии Амара Диалло из Парижского университета получила данные от Соколовой 5 апреля. Диалло специализировалась на реконструкции утраченных языков и работала с командой по поиску внеземного разума последние 8 лет. Она посмотрела на структуру сигнала и сказала одну фразу: «Это не послание, это счетчик». Диалло объяснила логику за 3 часа работы с данными. 3 вложенных ритма с математически точным соотношением, то есть это не попытка передать информацию, это синхронизирующий сигнал. Такой же принцип используется в любых системах связи перед передачей основного сообщения. Сначала устанавливается общий ритм, чтобы принимающая сторона могла настроиться на нужную частоту. Источник сигнала не передавал данные, он устанавливал соединение, с кем оставалось неясным. Но сам факт того, что сигнал менял структуру с течением времени, указывал на активный процесс. 12 апреля в структуре появился 4-й слой. Интервал нового ритма составлял 8931 секунду. Ровно 2 часа 28 минут и 51 секунду. Это число тоже оказалось не случайным. 8931 секунда — это период обращения планеты X вокруг собственной оси, вычисленный командой Уэбба еще в феврале.
Источник сигнала использовал сутки своей собственной планеты как единицу измерения времени. Это означало, что источник знал, на какой планете находится, и транслировал это знание наружу намеренно. Соколова отправила Диало полный массив данных за все недели наблюдений. Диало работала с ним 4 дня без перерыва. На 5-й день она позвонила Соколовой и попросила проверить одну вещь. Зафиксировал ли кто-нибудь момент, когда сигнал впервые появился? Не когда его обнаружили, а когда он реально начался. Соколова поняла вопрос и потратила 2 суток на анализ архивных данных всех телескопов, которые когда-либо смотрели в сторону внешней Солнечной системы. Ответ был точным и неудобным. Сигнал впервые фиксировался в архивах обсерватории Маунт-Вилсон, слабый на пороге чувствительности тогдашней аппаратуры. Дата первой записи — 12 июля 1945 день первого в истории испытания ядерного оружия на полигоне Тринити в штате Нью-Мексико. Сигнал начался в тот момент, когда человечество впервые расщепило атом. Связь между ядерным испытанием и началом сигнала обсуждали закрыто еще 2 недели. Официально эту версию не подтвердили и не опровергли. Но именно после этого открытия финансирование наблюдательной программы утроили в течение 7 дней, без публичных объявлений и парламентских слушаний. Телескоп Уэбба переориентировали на постоянный мониторинг планеты Икс. К нему подключили орбитальный радиотелескоп и 2 наземных комплекса в Чили и Австралии. Совокупная чувствительность системы выросла в 18 раз по сравнению с первоначальными наблюдениями. И именно эта чувствительность позволила зафиксировать то, что раньше было невидимым. 21 апреля оператор австралийского комплекса Брэндон Коул заметил аномалию в тепловой карте трещины. В нижней части разлома, на глубине которой оценили приблизительно в 70 километров от поверхности, тепловое пятно смещалось. Не пульсировало, именно смещалось. За 6 часов наблюдения оно сдвинулось на 19 километров вдоль оси трещины. 19 километров за 6 часов — это скорость чуть больше 3 километров в час. Примерно с такой скоростью идет человек. Коул передал данные Соколовой немедленно. Она запросила повторные замеры через другой инструмент, чтобы исключить погрешность. Повторные замеры подтвердили движение. Более того, к утру 22 апреля тепловых пятен стало 3. Все 3 двигались в одном направлении, к верхней части трещины, к поверхности планеты. Слово «объекты» впервые появилось в официальных внутренних документах именно в этот день. Не аномалии, да не источники излучения. Это было намеренное терминологическое решение, зафиксированное в протоколе совещания от 22 апреля. Оптические инструменты при такой дистанции не могли дать изображение достаточного разрешения, чтобы увидеть что-либо конкретное в глубине трещины, но гравитационные датчики зафиксировали кое-что другое. Вокруг движущихся тепловых пятен фиксировалось локальное гравитационное возмущение, крайне слабое, но устойчивое. Физик Сюй Вэй, которая еще в феврале написала, что естественное происхождение разлома невозможно, рассчитала массу каждого объекта на основе гравитационного возмущения. Минимальная оценка от 80 до 120 тонн каждый. Объекты массой в 100 тонн, движущиеся со скоростью пешехода внутри разлома на краю Солнечной системы. Тогда же выяснилась еще одна деталь, которую поначалу сочли незначительной. Трещина расширялась неравномерно. В тех участках, где проходили объекты, скорость расширения была втрое выше, чем в остальных частях разлома. Стены трещины раздвигались по мере их движения, как будто проход расчищался намеренно. Соколова собрала экстренное совещание 23 апреля. На нем присутствовали представители всех 5 агентств и 3 военных советников, которых никто не представил по имени. Совещание длилось 9 часов. Единственное, что стало известно о его содержании, снова через анонимный источник, это то, что в финальной части обсуждался один конкретный вопрос. Сколько времени у объектов займет путь от текущей позиции до поверхности планеты при сохранении текущей скорости? Ответ составил от 14 до 18 суток. 24 апреля пресс-служба выпустила короткое заявление в 7 строк. В нем сообщалось, что наблюдения за планетой Икс продолжаются, данные обрабатываются, публикация результатов запланирована в установленном порядке. На все вопросы журналистов о тепловых аномалиях и движущихся объектах официальный представитель отвечал одной фразой: «Мы не комментируем предварительные данные». Это молчание оказалось громче любого заявления. За предыдущие 2 месяца агентство публиковало обновления по планете Икс каждые 3-4 дня. Даже когда данные были неоднозначными, выходили технические бюллетени с графиками и предварительными интерпретациями. Теперь поток информации прекратился полностью. Последний официальный бюллетень датировался 19 апреля, за 2 дня до того, как Коул зафиксировал движение тепловых
тепловых пятен. Журналист Эллен Фарроу из научного отдела крупного американского издания сопоставила даты и опубликовала материал 26 апреля. Она не располагала засекреченными данными. Она просто показала хронологию, когда прекратились публикации, что происходило в эти дни по имеющимся открытым данным и какова была стандартная практика агентства до этого момента. Материал прочитали 4 миллиона человек за первые сутки. Роберт Кейн, который подписал открытое письмо в марте, получил звонок от своего куратора в университете 27 апреля. Куратор попросил его воздержаться от публичных комментариев по теме планеты X до прояснения ситуации. Кейн спросил, кто именно просит. Куратор ответил уклончиво. Кейн отказался и в тот же день дал интервью, в котором прямо сказал: когда научные организации перестают публиковать данные в разгар активного события, это не протокол, это решение. Параллельно произошло кое-что менее заметное, но более конкретное. 28 апреля из открытого доступа исчезли архивные данные обсерватории Маунт Вилсон за 1945 год. Именно те записи, в которых Соколова нашла первый след сигнала. Сайт обсерватории показывал сообщения о технических работах. Технические работы продолжались 18 дней. Астроном-любитель из Нидерландов Питер ван дер Берг вел собственные наблюдения за планетой X с помощью модифицированного любительского телескопа диаметром 600 мм. Его инструмент не мог видеть тепловые аномалии или фиксировать радиосигналы. Но 29 апреля он опубликовал серию оптических снимков, на которых было видно кое-что другое. Трещина на поверхности планеты X теперь была различима даже в любительский телескоп. За 10 недель с момента обнаружения она выросла настолько, что ее длина составляла уже не 12, а предположительно 27 тысяч километров. Это больше 2 диаметров Земли. Снимки ван дер Берга разошлись мгновенно. Скрывать визуально очевидный факт стало невозможно. 1 мая агентство провело пресс-конференцию. Директор программы Уокер подтвердил расширение трещины, назвал процесс беспрецедентным геологическим событием и сообщил, что зонд для детального изучения планеты находится в стадии проектирования. На вопрос о сроках запуска он ответил: как можно скорее. На вопрос о тепловых аномалиях внутри разлома он сказал: данные изучаются. На вопрос о сигнале на частоте водородной линии он сделал паузу в 4 секунды и ответил: нет подтвержденных данных об искусственном сигнале. В зале было несколько ученых, которые знали, что это неправда. Никто из них не встал и не возразил вслух. Но один из них в тот же вечер отправил зашифрованное сообщение Соколовой. Текст сообщения состоял из одного слова и числа. Слово было ускорение. Число 28. Объекты внутри трещины увеличили скорость движения. До поверхности им оставалось не 14 суток. Оставалось 28 часов. Соколова получила сообщение в 23 часа 14 минут по московскому времени. Через 6 минут она уже была на связи с австралийским комплексом. Коул подтвердил, скорость объектов выросла с 3 до примерно 80 км в час. Все 3 тепловых пятна двигались синхронно, сохраняя расстояние между собой ровно в 4,7 км. Такая точность в природных процессах невозможна. Соколова разбудила Диала. Та приехала в институт через 40 минут и сразу села за данные. К 2 часам ночи она зафиксировала изменения в сигнале. Синхронизирующий паттерн, те самые 3 вложенных ритма с константой квадратного корня из числа π, исчез. Вместо него на частоте водородной линии появился новый сигнал. Не ритмичный импульс, а непрерывный поток данных. Структура потока была принципиально иной. Плотная, многоуровневая, с внутренней избыточностью, характерной для систем передачи информации с защитой от ошибок. Диала посмотрела на Соколову и сказала: они перешли от установки соединения к передаче сообщения. Расшифровать содержание сигнала за несколько часов было невозможно. Но Диала сделала то, что могла. Определила объем передаваемых данных. За первые 2 часа непрерывной трансляции объем составил эквивалент приблизительно 800 терабайт информации. Для сравнения, все оцифрованное содержимое библиотеки Конгресса занимает около 15 терабайт. Источник передавал данные в объеме, превышающем крупнейшее хранилище знаний человечества каждые 22 минуты. В 4 утра 1 мая Соколова позвонила Уокеру напрямую. Разговор длился 7 минут. После него Уокер созвонился с 3 людьми, чьи имена в документах не фигурируют. В 5 утра был активирован протокол, о существовании которого большинство сотрудников агентства не знало. Все наблюдательные системы, направленные на планету X, переключились в режим непрерывной записи с максимальным разрешением. Одновременно доступ к данным в реальном времени был ограничен до 9 человек. Диала в этот список не вошла. Она узнала об этом, когда в 6 утра попыталась открыть поток данных и получила сообщение об отказе в доступе. Соколова не ответила на 3 ее звонка. Ответила только в половине 8, коротко. «Я не могу говорить. Запись ведется. Все хорошо». Диала не поверила, что все хорошо. Она сделала то единственное, что могла сделать в этой ситуации. Открыла ноутбук и начала писать подробный отчет о всех данных, к которым у нее был доступ до 6 утра.
Имена, даты, числа, графики, все, что она помнила и что было сохранено на ее личных устройствах до блокировки. Отчет она отправила на 7 адресов одновременно, коллегам в Париже, Токио и Йоханнесбурге, а также в редакции 3 научных изданий. В 8 часов 41 минуту утра 1 мая тепловые датчики австралийского комплекса зафиксировали резкое изменение сигнатуры. Все 3 объекта остановились одновременно. Температура в точках их последней фиксированной позиции начала стремительно расти. За 4 минуты она поднялась с фонового значения минус 230 градусов до плюс 600. Потом датчики в этих точках перестали передавать данные. В 9 часов ровно оптические системы зафиксировали изменения на поверхности планеты X. В верхней части трещины, там где разлом выходил на поверхность, появилось световое пятно. Неотраженный свет, собственное свечение. Яркость пятна за 8 минут выросла до значений, сопоставимых с небольшой звездой. Объекты достигли поверхности. Световое пятно на поверхности планеты X не угасло. Оно стабилизировалось на постоянной яркости и оставалось неподвижным в течение 40 минут. Потом начало двигаться. Медленно по дуге вдоль края трещины, как будто что-то обходило периметр разлома, изучая его снаружи. В этот момент Диала получила ответ от коллеги из Токийского университета. Хироши Танака написал одно предложение. Сигнал изменил направление. Диала не сразу поняла, что это означает. Потом поняла. До 1 мая сигнал на частоте водородной линии исходил от планеты X и распространялся во все стороны равномерно, как радиомаяк. С 9 часов утра сигнал стал направленным, узкий конус излучения, точно сфокусированный луч. Танака вычислил направление за 40 минут. Луч был направлен не в сторону центра галактики, не к ближайшим звездным системам. Он был направлен точно на Солнце, а за Солнцем на той же линии находилась Земля. Соколова опубликовала эти данные самостоятельно в 14 часов 1 мая. Без согласования с агентствами, без протокола, просто разместив технический отчет на открытом сервере припринтов. Через 20 минут отчет попытались удалить. Но за эти 20 минут его скачали 19 тысяч раз. Удалять было уже нечего. Паника началась не сразу. Сначала данные несколько часов обсуждали только в научных сообществах. Но к вечеру 1 мая крупные новостные издания опубликовали материалы с конкретными цифрами и конкретным фактом. Неизвестный источник на краю Солнечной системы направил сигнал прямо на Землю в тот момент, когда объекты неизвестного происхождения вышли на поверхность планеты. Правительства отреагировали по-разному. 3 страны выпустили официальные заявления с призывом сохранять спокойствие. 2 страны не выпустили ничего. Одна страна созвала экстренное заседание парламента, которое прошло в закрытом режиме. Но самое важное происходило не в правительственных кабинетах. Самое важное зафиксировали датчики 2 мая в 6 утра по универсальному координированному времени. Планета X изменила орбиту. Незначительно, отклонение составило 0,03 угловых секунды. Но орбиты планет в стабильной Солнечной системе не меняются самопроизвольно. Никогда. Это фундаментальный факт небесной механики. Сюй Вэй получила данные об орбитальном отклонении и провела расчет за 6 часов. Результат она отправила Соколовой в зашифрованном файле без комментариев. Соколова открыла файл и несколько минут смотрела на экран, не двигаясь. При сохранении текущего вектора и ускорения орбитальное отклонение планеты X через 70 лет приведет к тому, что планета окажется на расстоянии 8 астрономических единиц от Солнца, между орбитами Юпитера и Сатурна. Это изменит гравитационный баланс всей внутренней Солнечной системы. Орбиты Земли, Марса и Венеры начнут дестабилизироваться. 70 лет — это не абстрактное будущее. Это продолжительность жизни одного человека. Но орбитальный сдвиг был не самым тревожным в расчетах Вейс. Самым тревожным было другое. Текущий вектор движения планеты X не был случайным. Он был оптимальным. С точки зрения математики, для того, чтобы планета прошла на минимальном расстоянии от Земли в конкретную дату. Дата, которую выдал расчет. 12 июля 2115 года. Ровно через 170 лет после первого ядерного испытания на полигоне Тринити. День в день. Это совпадение было статистически невозможным. Соколова переслала расчеты Вэй на все 9 адресов из списка доступа в 5 утра 2 мая. Ответ пришел только от одного человека, от Уокера. Он написал 3 слова: «Я знаю, встречаемся». Через 4 часа Соколова вылетела в Вашингтон. Встреча прошла не в здании агентства. Она прошла в конференц-зале частного офиса в 2 кварталах от Капитолия. За столом сидели 8 человек. Соколова узнала 3. Остальные 5 не представились. Разговор длился 3 часа, и Соколова впоследствии описала его одной фразой в письме Диала. Они знали об этом не с марта. Они знали с 57-го. 1957. Год запуска первого искусственного спутника Земли.
Именно тогда, по словам неназванных участников встречи, сигнал на частоте водородной линии впервые изменил структуру. С простого импульса на многоуровневый паттерн. Архивные данные Mount Wilson, которые исчезли из открытого доступа 28 апреля, содержали эту запись. Именно поэтому их убрали. Человечество запустило спутник, и сигнал ответил усложнением структуры. Человечество расщепило атом, и сигнал появился. Каждый технологический порог, который преодолевала цивилизация, фиксировался и вызывал реакцию. Планета X не просто существовала на краю Солнечной системы. Она наблюдала. Диала получила письмо Соколовой 6 мая и опубликовала его полностью на следующий день. К этому моменту отчет Соколовой уже скачали больше 2 миллионов раз. Данные об орбитальном сдвиге обсуждали в каждом крупном издании мира, а петицию с требованием полного раскрытия информации подписали 700 тысяч ученых из 80 стран. Официальное признание состоялось 12 мая. Пресс-конференцию провели одновременно в Вашингтоне, Москве, Пекине и Брюсселе. Уокер зачитал заявление, которое заняло 4 минуты. В нем подтверждались 3 факта. Сигнал искусственного происхождения зафиксирован с 1945 года. Объекты неустановленного происхождения вышли на поверхность планеты X 1 мая. Орбита планеты изменилась. О расчетах Вэй, о дате 12 июля 2115 года и о данных с 57-го в заявлении не было ни слова. Но все эти данные уже были в открытом доступе. Скрывать их было бессмысленно. В течение следующих 3 недель несколько независимых групп астрономов подтвердили орбитальный расчет Вэй. Все получили одинаковый результат. Дата схождения оставалась неизменной — 12 июля 2115. Минимальное расстояние при прохождении больше около 3 миллионов километров от Земли. Это в 8 раз меньше расстояния до Луны, умноженного на 10. Достаточно близко, чтобы гравитационное воздействие повлияло на земные приливы, атмосферу и орбитальную стабильность. Световое пятно на поверхности планеты X не исчезло. По состоянию на конец мая оно продолжало двигаться вдоль края трещины, которая к тому моменту опоясывала планету по всей длине экватора. Трещина больше не расширялась, она стабилизировалась, как будто выполнила свою функцию, как будто это был не разлом, а дверь. И дверь теперь была открыта. Сигнал на частоте водородной линии продолжал передавать данные непрерывным потоком. За 3 недели объем переданной информации превысил то, что человечество накопило в письменном виде за всю свою историю. Диала работала с фрагментами расшифрованных данных круглосуточно. К концу мая ее команда смогла выделить повторяющиеся структурные единицы, предположительно базовые элементы языка. Смысл оставался недоступен, но структура была. Вопрос, с которого началась эта история, звучал просто: что находится на планете X? Если на планете X уже открыли дверь, то, возможно, пора заглянуть и нам. Если вам нравятся такие загадочные истории, заходите на наш сайт whiteori.com. Там много интересного. Ссылка в описании. Ответ, который получило человечество к началу июня, был не тем, который кто-либо ожидал. Там находилось не что-то. Там находился кто-то. Кто-то, кто следил за Землей с 1945 года, кто зафиксировал каждый технологический шаг цивилизации, кто 80 лет молчал и теперь решил выйти наружу. Почему именно сейчас, никто не знал, но Диала высказала версию, которую потом повторяли чаще всего. Она сказала, возможно, они ждали не конкретного события. Они ждали, пока мы станем достаточно развиты, чтобы их услышать. Телескоп Уэбба запустили в 2021 году. Он был первым инструментом в истории человечества, способным зафиксировать сигнал такой слабости на таком расстоянии. Они не появились в 2023 году. Они появились в тот момент, когда мы, наконец, смогли их увидеть.